Всем привет! Вы на канале Вуаля Ац, и с вами я, Ирада. Друзья, сегодня я хочу приготовить очень простой и легкий в приготовлении, безумно вкусный, душистый, ароматный и достаточно полезный для нашего организма томатный суп. Всем приятного просмотра! А гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные, полезные и практичные видеорецепты от Вуаля Ас. Для приготовления томатного супчика мне понадобятся сами томаты, то есть помидоры. Это свежие помидоры, томатная паста, томатный соус. Мука. Я сегодня использую муку высшего сорта, но думаю, вполне подойдет любая мука. А также мне понадобятся сливки. Я использую сливки с достаточно высокой жирностью. Вы же ориентируйтесь на свой вкус. Растительное масло. У меня сегодня рафинированное подсолнечное масло, но вполне подойдет любое рафинированное растительное масло. Топленое масло, питьевая вода и немного куриного бульона. Соль и, конечно же, целый букет пряностей. Из пряностей черный и красный перец обязательно бы, а вот дальше можно пофантазировать в свободном полете. Несмотря на то, что томатный соус, который я применяю в томатном супе, достаточно душистый, я сегодня беру черный и красный перец, мускатный орех, имбирь, куркуму, тмин и чуть-чуть хмели сунели. И, наконец, при подаче на стол твердый сыр и зелень, свежая или сухая. Я сегодня использую сухую мяту. Перечень и количество всех ингредиентов, как всегда, укажу внизу под видео. Итак, сразу просеиваю муку. Ставлю кастрюлю с мукой на средний огонь и, периодически помешивая, довожу муку до бледно-золотистого цвета. Кастрюля должна быть с толстым дном, или же под нее обязательно надо будет положить железо или рассекатель. Пока жарится мука, бланширую помидоры. Залила помидоры кипятком, теперь жду несколько минут. При этом нельзя забывать про муку. Она должна слегка поджариться, но не подгореть. Теперь, сняв кожуру с помидор, отправляю их в блендер. В принципе, помидоры можно оставить с кожурой. Честно говоря, я очень часто так и делаю. Все, мука слегка поджарилась. Теперь добавляю масло. Довожу обжаренную в масле муку до ярко-золотистого цвета и отправляю в кастрюлю сначала томатный соус и пасту. Тушу эту томатно-мучную смесь несколько минут. И вслед за ними в кастрюлю отправляю свежие помидоры, прокрученные в блендере. При этом периодически надо мешать эту смесь, иначе вся эта гуща может осесть на дно кастрюли и подгореть. Но это не утомительно, уверяю вас, ведь томатный суп готовится примерно за 15 минут. Согласитесь, это ведь не так много для полноценного обеда, причем такого вкусного. Теперь, периодически помешивая, тушу все на среднем огне буквально несколько минут. Ну вот, не больше 5 минут, это точно. Томаты потушились вместе с мукой, теперь можно добавить питьевую воду. У меня немного куриного бульона, поэтому я положу его в суп и налью немного воды. Но если нет бульончика, то ничего страшного, томатный суп и без бульона получится классным. Пока варился супчик, я пропустила твердый сыр через крупную терку. Теперь в отдельной миске мешаю все пряности и соль. Томатный суп почти доварился.
Если пузырьки лопаются достаточно медленно, то это означает, что супчик практически готов. И я добавляю последние ингредиенты, отправляю в кастрюлю душистую смесь, туда же отправляю взбитые сливки. Томатный суп получился в меру наваристый, но, честно говоря, пообедав одним только томатным супом, насытиться невозможно. Томатный суп хорош для разогрева аппетита, к нему просится второе блюдо, или же его можно подавать в качестве легкого ужина. Все, кладу томатный суп в миску, ну или в глубокую тарелку. Перед подачей на стол насыпаю сверху сухую мяту и твердый сыр и подаю его на стол. Вуаля! Ароматный, душистый и безумно вкусный томатный суп готов. Друзья, а попробуйте приготовить томатный суп для себя и для своих близких, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Томатный суп готовится из самых подручных продуктов, которые имеются практически в каждом доме, в каждом холодильнике. На его приготовление уходит минимальное количество времени, самый простой и доступный набор продуктов. Я настоятельно рекомендую вам приготовить вот такую вкуснятину. Всем приятного аппетита! Друзья, я была рада поделиться своим рецептом и опытом приготовления томатного супа. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!